slim thick. She might drug, she might fix. And I'm all up in her mix. She be mixing with the rich. Мы наконец добрались до порта, название которого я пока не знаю. Но это не принципиально. Сейчас мы стоим в очереди на лодку на острова Гили. Конечно, здесь с очередью вообще грусть, тоска, печаль. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такое скопище людей. Все без очереди. Вот таким вот кишлом пытаются туда залезть. Куча вон чемоданов. Ну, такое зрелище, конечно, не алё. Вон торгашечки, водичка. Водичка, пивас, чипсы. Вот так выглядит порт. Выглядит красиво, выглядит по-тропическому. Пробрались через все адские моменты посадки на этот чудо-кораблик. Мы уже на лодке. Сейчас уже куда-то отплываем. Куда мы плывем? На Гиле, но я не знаю на какой. На Гиле. Только пока не знаем, на какой Гиле. В общем, мы отправляемся на 3 популярных острова Гили возле острова Ламбок. Первый будет Гили Траварган. Это самый большой остров. Здесь все дискотеки, рестораны, бары, развитая инфраструктура, много отелей. Но при этом за 40 минут его спокойно можно объехать на велике. Следующий остров Гили Мена. Здесь есть несколько отелей, пляжные бары, пресноводное озеро. Но в основной массе туристы ездят сюда посмотреть на сказочный риф, где можно встретить черепах, а также прикольные скульптуры. Я их покажу в следующей серии. Ну и самый маленький остров Гили – Эйр. Здесь всего несколько отелей, ресторанов и баров. Он больше подойдет для любителей тишины и спокойствия. Помимо Гили Траварган, Мена и Эйр, возле острова Ламбок есть еще несколько островов Гили. Я заприметил там несколько хороших отелей, поэтому думаю, в следующий раз мы их обязательно посетим. Дорога с острова Бали до Гили Траварган заняла у нас около часа. Хоть порт выглядит многолюдным, но система высадки-посадки пассажиров организована хорошо. Короче, это какая-то адовая херота. Кони, люди, очереди. Это какой-то трешак. На Траваргане, на Гиле можно передвигаться 3 способами. Лошади, потом велики, вон велик, и пешкарусом, то есть вон они ноги. Но переезд был такой немножко тяжеловатый, если не сказать хуже. Поэтому мы взяли вот такого коника. Прям он как супергерой какой-то. Да? Ты супергерой? Короче, этот какой-то цыганский цирк. Конь уже тут нагрузили людей в телегу. Нагрузили чемоданов. Конь уже реально такой немножко в воздухе. А у нас какой-то такой слегка щуплый. Как это все необычно выглядит. Это пипец. Это пипец. Серега, снимай, мои умрут. Я снимаю. Это максимально необычно. Но после 3-дневного мучения в Убуде это просто тропический рай. Че, отель так себе, да? Не, мне не понравился. Валентина сказала, тоже не понравился. Мне он не понравился. Это такая эксплуатация, развлекуха над животными, поэтому это не фонтан. Релакс и остров как? А? Мы наконец-то добрались до отеля «Жемчужина Траварган». Сейчас мы уже идем заселяться в наш номер. Территория отеля выглядит довольно красочно. Такая интересная. Тени мало, но дорожки всякое такое вот
Деревья, наши домики находятся где-то вот там наверху. Там бассейн. Сейчас посмотрим. Вот тут какие-то номера есть. Непонятно, что это за номера. Но наши где-то вот там наверху. Сейчас будем смотреть номер. У кого какие-то лумбунг свиты, есть приватный бассейн. У нас бомж стайл, у нас бассейна нет. Есть бассейн, но хотя он такой херовенький какой-то. Выглядит так красивенько. Номерок наш выглядит вот таким вот образом. Деревянный стол, кровать, креслица, все такое зелененькое. Есть кондей, есть, сейчас глянем, что там. Здесь у нас на бэк-ярде такая комната, в туалет. Там непонятно, что, какие-то двери. Сейчас посмотрим. Здесь все, умывальник, всякая такая хренота. Душевая кабина. Полотенчики еще. А там, наверное, ничего. Тут какой-то выход. Поэтому ничего интересного. Собственно, вот такой у нас номер. Вообще выглядит довольно так аутентичненько. Мне нравится такое оформление зданий. Садик такой есть. Вообще неплохо. Сейчас мы пойдем покушаем. Пойдем. И после этого, наверное, немножко поплаваем и пойдем на каяке. Заселились мы в отеле и, в принципе, сейчас отправляемся на второй остров Гили. Как? Моха? Мена. Ну и у меня с именами плохо. Это в моем репертуаре. Моха, Мена. В общем, сейчас мы сядем на каячок или каячки, посмотрим. Если будет все хорошо, течение будет не сильное, то мы прям даже доплывем до второго острова Гиля. В туре у нас, точнее не в туре, а в планах его посещения не было, но мы хотим увидеть все, поэтому мы сейчас на каяки и туда. Да, вот значит вельчики. Мы решили не идти, а сейчас арендуем. Но в отличие от Китая, где ты подошел, QR отсканил, то тут такого нету. Здесь есть какой-то ответственный человек за велики. Он дает пин-код от шнурка, и можно его взять в аренду. 40. Where 40? No, there is 40. no. Every 40. place there is not 40 for the bicycle. Yes. Maybe 50. 3, we take 3. Okay, I give you 60. Let's 65. The last one price. Okay. 100. Да, экспириенс, конечно, еще тот. Серега на лясике Серега едет. Крутю педали. Блять, сейчас бы только ни в кого не впилячиться. И лошадь бы не сошибла бы. Ой, тут бары, короче, движ. Обережно. Блин, сзади конь едет. Ездуны. Блин, ну тут чуть дальше уже такая движуха, вон барчики,
лодки. Это где-то здесь нас высаживали. Движ, конечно, такой. Ох ты ё. А ну-ка, с дороги. Да, движняк тут такой. Экскурсии, всякие браслетики, мороженки, татухи, массажи, что тут еще? Шмотки фирменные. Да, такой Гильмар. Класс, местечко такое интересное. Ну, лошади самая, наверное, потешная тема здесь. Мы приехали уже на побережье, тут вот каячки. Сейчас мы на каячках, наверное, я так подразумеваю, что мы, наверное, поплывем туда. Движуха тут, конечно, такая на пляже. Йо. Выглядит красиво, прикольно, мне нравится. Такое все прям фантастическое. Ну вот, собственно, мы и выплываем. Выплываем мы, надеюсь, мы доплывем. Течение там такое, видно, крепкое. Вон Эльдар плывет. Да, тут у меня тоже электромоторчик такой. Так, мы уже дочапали до середины пролива между островами. Конечно, в начале такое течение добрячее. Сносит крепко, поэтому надо немножко погребсти поактивнее. Дальше более-менее. Ну а вот, в принципе, сидишь в каяке, такие волны. Такое немножко... Хотя не, наверное, не страшно. Страшного нету. Единственное, тут вот скоростные лодки летают. Поэтому вот это, конечно, стрёмная тема. Ну а так... А так все целы, живы, все хорошо. Плывем дальше. Еще плыть нам и плыть. Еще половину. Фух, вот мы и доплыли до острова Момока. Кто? Манона. Гили, короче, который по центру Гиля. Я не помню опять название его. В общем, доплыли мы до этого острова на каяке. Тоже красивое место, здесь лазурная вода. Правда, нам надо сейчас выруливать, потому что тут камни. О, щит. Начался отлив. Оп, а мы попали на камни. Сейчас надо будет как-то аккуратно между ними пролавировать. Еще один член нашего этого, как он называется, экспедиции на остров где-то пропал без вести. Ой, все, она сносит на кораллы. Надо выходить отсюда. Вон есть дырка, сейчас мы поплывем в дырку. В общем, на острове этом Мена мы уже практически. Нам осталось вот мы... Ай, бляха, какие острые местами херни торчат там. О, хорошо я в этих коралках. Короче, мы сюда дочапали на каяке. Сейчас начался отлив. Мы уже вон лодку так чисто тянем за собой до берега. Сейчас мы где-то ее тут парканем. Наверное, вон там он есть мелководье такое. Все равно ее нести придется позже. Но это такое. Один еще наш человек, который обещал нам показать остров, потерялся по дороге. Он не доплыл. Мы даже не знаем, что с ним, но мы очень переживаем. Ну, сейчас пойдем сами в разведку смотреть, что тут, да как тут. В общем, высадились мы на берегу. Здесь какой-то, походу, наверное, отель. Бич-бар. Сейчас мы тут чего-то, наверное, закажем. Кстати, выглядит довольно неплохо. Такой отельчик. Хотя, конечно, пляж такой не совсем суперовый, но домики какие. Ух,
прям выглядит как все. Первый мы пробежали Le Pirate. Теперь здесь Beach Lux отель. Или бар, или это комплекс отдыха. Тоже такой он прикольненький, короче, реально, учитывая место, где это все находится, выглядит шикарно. Ты же деньги брал? Да, я деньги брал. Да, наличка есть, поэтому можно кутить. Сейчас мы, наверное, тормознемся. Здесь вот какой-то есть бич-бар. Сейчас мы на нем немножко посидим, тяпнем чего-нибудь прохладительного. Потом уже будем думать, как обратно возвращаться. Ну вот, люди даже вот так отдыхают здесь. А чё бы и не, слушай. Как это там с милым рай и в шалаше? Блин, дальше здесь просто, ну это какое-то, я не знаю, сказочно аутентичное место. Там вон птички в клетке поют, серфинг, рыбацкие эти сети, домик какой-то, блин, лодочки. Как же здесь охеренно, блин, просто вот рекомендую. Еще походу какой-то отель, наверное, потому что да, вон домики стоят. Блин, у меня уж у самого уже мечта появилась тут отельчик открыть. Красивенный остров. Реально очень красивый. Здесь очень понравилось. В общем, завершили мы наш поход по острову. Атмосфера своя определенная на острове. Его однозначно стоит посетить в рамках посещения островов Гили. Тут есть прекрасные бары, которые расположены прямо на пляже. Также здесь открывается просто шикарнейший вид вот на залив между островами. Особенно когда начинается отлив. Вы можете сами убедиться, здесь просто космический вид. Здесь люди гуляют, собирают ракушки, пьют там пиво, коктейли, всякое такое. Короче, место бомба. Мне тут понравилось. Я не знаю, как здесь жить. Там мы вот чуть дальше гуляли, конечно, комаров уйма. Но место шикарное. Мне оно очень понравилось. Ну, как, в принципе, и ожидалось, придется здесь тянуть каяк до воды. Потому что отлив. Вон там можно только зайти в воду. Поэтому я как раб тяну каяк наш к выходу. Ой, бляха, как же ж это нелегко. Сейчас поплывем на вот тот вот остров, который там дальше, это Травалган. Мы говорим до завтра. Остров, я забыл, как он, Мена, по-моему. Мы ему говорим до завтра. Вернемся мы сюда завтра в рамках снорклинга. Закончили мы свой тревелинг на лодке. Сейчас на вельчике чухаем обратно в отельчик. Сейчас мы еще немножко покупаемся и пойдем встречать закат где-нибудь на берегу с видом на закат, на море. Развозка воды на лошади. Вот это, конечно, вайб здесь. Поужинали мы в прикольном пляжном ресторанчике. Здесь готовят очень вкусное барбекю. На выбор есть разная рыба, креветки, в общем, разные морепродукты, мясо и овощи. Также есть лобстеры. Ресторанчик нам очень понравился. Еще хозяин устроил прикольный костер прямо на пляже, где мы и позависали пару часиков. Вечером мы пошли гулять в тусовочную часть острова. Почему-то все ночные клубы были пустые, а вот в пляжных барах с живой музыкой людей было не протолкнуться. Записываю видео и слезы наворачиваются. Так хочется туда еще раз поехать.